Пятничный вечер в ресторане «Бьянка» был шумным и теплым. Смех, звон бокалов, аромат соуса и жареного чеснока витали в воздухе. Молодая официантка Мира лавировала между столами с подносом, стараясь не выронить ни одной тарелки. Ей было 20, и это была всего лишь вторая неделя на работе. Работа нравилась, честная, хоть и выматывающая. Но одно отравляло каждый день – менеджер. Рэй Холт, высокий, ухоженный, с самодовольной улыбкой, постоянно находил повод оказаться рядом. Он отпускал комплименты, клал руку на плечо, задерживая ее чуть дольше, чем позволительно. Мира старалась не реагировать, она не могла потерять работу. К вечеру, когда зал был забит до отказа, Рэй поймал ее у служебной двери. «Мира, зайди на минуту», — сказал он, понизив голос. В подсобке пахло кофе и чистящими средствами. Он встал слишком близко. «Ты ведь понимаешь», — произнес он тихо, — «здесь нужно уметь ладить с начальством». «Что вы имеете в виду?» — спросила она, но голос дрогнул. Он протянул руку, коснулся ее щеки. «Не притворяйся, что не понимаешь». Мира отпрянула. «Не трогайте меня». «Тише, никто не услышит», — сказал он, и в его взгляде мелькнуло раздражение. Она попыталась вырваться, но он схватил ее за запястье. В этот момент дверь за его спиной распахнулась. В проеме стоял высокий мужчина лет 50, в темном костюме, с холодными глазами. «Что здесь происходит?» — спросил он спокойно, но так, что в груди похолодело. Рэй отшатнулся. «Я просто хотел поговорить». «Правда?» — мужчина сделал шаг вперед. Странный способ разговаривать. Он посмотрел на Миру. «Ты в порядке?» «Да теперь да», — прошептала она. «Отлично», — сказал незнакомец. «Тогда пусть он извинится». «Что?» — выдавил Рэй. «Извинись», — повторил мужчина. Тот пробормотал что-то невнятное. «Громче», — сказал незнакомец. «Простите, я не хотел». Мужчина чуть кивнул. «Молодец. Теперь заявление на стол. Завтра. Без объяснений. И забудь, что эта работа когда-либо была твоей». Он наклонился ближе. «И если хоть раз тронешь женщину, я узнаю». Рэй побледнел и вылетел за дверь. Мужчина повернулся к Мире. «Все хорошо. Иди, отдышись». Она кивнула, не в силах говорить. Позже, когда зал опустел, он подошел снова, уже без официозного тона, просто человек. «Ты держалась достойно», — сказал он. «Почему вы помогли мне?» — спросила она. Он пожал плечами. «Потому что слишком часто никто не помогает». Он оставил на столе визитку. «Не для звонков по пустякам, только если действительно понадобится». Мира сжала карточку. «Спасибо. Надеюсь, повода не будет», — сказал он и ушел. Когда она вышла из ресторана, на улице моросил дождь. На другой стороне дороги мигнули фары черной машины, будто короткое «береги себя». Через неделю Рэя уволили. Мира продолжала работать. Иногда ее взгляд невольно останавливался на угловом столике, том самом, где сидел мужчина. Он больше не приходил, но ей казалось, что кто-то все еще держит руку на пульсе ее судьбы. Однажды вечером, убирая зал, она поймала свое отражение в витрине. Перед ней стояла уже не испуганная девочка, а женщина, которая выстояла. И впервые Мира улыбнулась себе по-настоящему.